А перед просмотром рекомендую вам подписаться на канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов. Также подписывайтесь на другие мои соцсети, такие как Инстаграм, где я выставляю свои фото, и мою группу ВКонтакте, где я публикую вырезанные моменты из видео. А я с вами не прощаюсь, увидимся в следующих роликах Клуба Романтики. Всем привет, с вами Аня, и мы продолжаем играть в Клуб Романтики. У нас уже 6-я серия 2-го сезона Высокого Прибоя. Ставки все выше, а времени все меньше. Глава 6. Слепой кот. Ким нетерпеливо нарезала круги по кабинету. Долго еще. Шарль поправил очки и спокойно улыбнулся. И еще полчаса примерно. Можно побыстрее. Я не могу заставить компьютер работать быстрее. У меня нет времени на бесполезное ожидание. Я могу попытаться отвлечь тебя беседой о высоком. О высоком? Он отвернулся от монитора и откинулся на спинку стула. Об архитектуре. Я, пожалуй, откажусь. Что, предпочтешь молча мельтешить у меня перед глазами? Ой, не хочется это признавать, но он прав. Мне нужно быть спокойной и собранной. Впереди много работы, а времени все меньше. Легкая беседа меня отвлечет. Он, понимающе улыбнулся, будто прочитав ее мысли. Так что ты можешь мне порекомендовать посмотреть в Майами, кроме постельных отелей Южного пляжа, конечно? Забавно это, я тут уже несколько месяцев, но все, что я видела, пляжи Майами. Давайте скажем как есть, у меня не было возможности посмотреть на что-то, кроме песка и воды. Большую часть времени я провела на пляжах. О, такого ответа он явно не ожидал, но довольно быстро сориентировался. И никто тебе ничего не рекомендовал из местных, я имею в виду? Шелли пыталась меня вытащить в свет, но безуспешно. Он понял, что затронул не лучшую тему, и не стал ее продолжать. Повисла почти неловкая пауза. Ким глянула на монитор, чтобы попытаться оценить оставшееся время, но поняла, что открытое окно ей мало о чем говорит. Никакой характерной полосы загрузки видно не было. У вас недостаточно хорошие отношения? Да, еще долго. Сил моих нет ждать. Девушка решительно направилась к двери. Куда это ты? Пойду проветрюсь. Мне будет нужна свежая голова. Она вышла к парковке, потянулась и глубоко вдохнула теплый воздух. Такая чудесная погода, даже немного жаль, что я сейчас не на вышке стою. Надеюсь, с Шелли все в порядке. С каждым прошедшим днем мне все труднее в это верить. Девушка рассеянно смотрела на небо. Если Шелли уже мертва, что я буду делать? Ким упрямо помотала головой, отгоняя мрачные мысли. Ничего, я чувствую, что уже близко к ответу. Я ее обязательно найду. Перед девушкой на столе лежала довольно объемная куча техники. Наконец-то я получу ответы. Агент, мне нужно ваше полное и всеобъемлющее внимание. Постарайтесь не пропустить ничего важного или хоть немного подозрительного. Разумеется. Филлипс щедрой рукой подвинул к девушке половину электроники. Да, она ждет много работы. Девушка взяла в руки ноутбук. Бесконечные папки с графическими файлами занимали все пространство экрана. Она открыла первую из них и начала листать изображение. Что может быть доказательством вины или невиновности? На что мне смотреть? На людей. Может быть, получится увидеть кого-то из пропавших девушек? Она горько усмехнулась. Моему оптимизму можно только позавидовать. Странно, так мало людей на снимках. Только лос-анджелесцы и их новые знакомые в разных пропорциях.
Даже случайных людей в кадре практически нет. И это в Майами. Тут же все время люди вокруг, особенно в туристических местах. И практически нет случайных фото, все они какие-то постановочные. Джордж, мне кажется, кто-то удалил часть фотографий. Что наводит вас на эту мысль, Ким? Тут все позируют, никаких неудачных кадров. Хорошее замечание, агент. Что может быть доказательством вины или невиновности? Так, на что мне смотреть? На повторяющиеся элементы. Что если попробовать разделить на категории по темам, что получится в таком случае? Пляжная съемка, снимки на фоне памятных мест, съемка с претензией на искусство, групповые одиночные портреты, плюс то, что попадает в несколько категорий, и то, что не попадает ни в одну из них. Звучит как план. Спустя несколько часов сосредоточенного просмотра и разделения на группы что-то начало вырисовываться. Без категории осталось несколько снимков, они были какие-то не такие. «Джордж, посмотрите на эти фотографии». Филипп скинул на них быстрый рассеянный взгляд. Закончу со своей частью и посмотрю, мне еще немного осталось. Ким недовольно прикусила губу и снова погрузилась в просмотр изображений. Что же меня так тревожит? Что может быть доказательством? Ладно, может, я смогу понять, где они успели побывать. Так, набережная, конечно. А это, кажется, музей современного искусства. Девушка вгляделась в кусок фасада здания, который попал в кадр. Да, точно он. Шелли пыталась соблазнить меня походом туда. Фотографии с пляжей сменялись снимками достопримечательностей, изредка попадались незнакомые девушке места, но быстрый поиск обычно давал ей ответ на вопрос, где они находились. Получается, они довольно активно передвигались по городу все это время. У меня такое чувство, что у них есть путеводитель 100 мест в Майами, который обязан посетить каждый турист. А у кого его нет? Они не выглядят как люди, которые следуют путеводителям. Мне кажется, мы что-то упускаем. Дверь кабинета приоткрылась, и в проеме показался Шарль. В руках он держал еще один ноутбук и флешку. Это последний. Джордж благодарно кивнул. Как раз вовремя что-то обнаружили. Нет никаких осякоядных папок или файлов. Ну что ж, было бы слишком оптимистично рассчитывать на это. Ким краем уха услышала их беседу, но большая часть ее внимания уходила на несколько фотографий, которые остались без категории. После некоторых колебаний она смогла категоризировать еще 2 снимка как художественную фотографию. Остался один, который не вписывался никуда. Что же меня смущает? Путь высокой репутации, она снова и снова сравнивала его с остальными, полностью сосредоточившись на этом процессе. Выглядит как совсем не туристическое место, и пейзаж тут сомнительной привлекательности. Зачем кому-то фотографировать настолько скучное здание? Это склад или цех какой-то, точно что-то промышленное. Да и качество так себе. Смазано вышло, но недостаточно для того, чтобы можно было назвать это задумкой. «Джордж, кажется, я нашла зацепку». Она повернула экран к нему. Шарль тоже подошел к столу и заглянул девушке через плечо. Тогда... Кто сделал этот снимок? Филлипс проверил что-то в своих документах, хмыкнул и слегка иронично улыбнулся. Карл Лаудер. Неужели мы его наконец нашли? А, тот Карл? Хотелось бы мне начать оформлять его арестом, да. Но не спешите ликовать, вполне вероятно, что у этого найдется простое объяснение. Получается, все это время маньяк был прямо у нас под носом. Так я же сразу сказал, что он маньяк. И Филлипс тоже хорош. Тоже мне специалист, не смог распознать серийного убийцу. Джордж заметил ее разъяренный вид. Агент, все в порядке? В полном. Что ж, давайте вызовем мистера Лаудера, посмотрим, что он там скажет. В его голосе чувствовалось нездоровое предвкушение. Угу. Агент Филлипс, рад снова вас видеть. Джордж чуть слышно хмыкнул. У нас появились несколько вопросов, на которые, я уверен, вы сможете дать ответ. Конечно, рад помочь, бюро, Никосбро. В таком случае, где вы сделали этот снимок? Филлипс указал на фотографию, лежащую на столе.
Карл наклонился ближе и удивленно приподнял брови. Этот в порту? Хорошо держится. Такое чувство, что Филипп старается не давить на него. Какой-то он излишне аккуратный. С какой целью вы посетили порт? Просто гулял, хотел посмотреть вблизи на круизные лайнеры. У вас есть еще снимки с этой прогулки? Нет, пошел дождь, и мне пришлось спрятать камеру. У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы? Нет, на данный момент. В голосе Джорджа явно звучала угроза, но Карл не особо обратил на это внимание, он улыбнулся еще шире. Тогда я пойду? Похоже, вам придется посетить порт. Постарайтесь найти это здание. Так, доверительный снимок. Окей, взять. Девушка задумчиво покрутила в руках прямоугольник бумаги, который был их последней зацепкой. Почему мы не можем его просто арестовать? Это незаконно и еще опасно для девушек. По-моему, опаснее его отпускать. Разве все эти вопросы не насторожат его? Может, он решит завершить свой проект уже сегодня? А может, он действительно гулял в порту и сделал один неудачный снимок. Не волнуйтесь, я не спущу с него глаз. Буду ждать вас с докладом. Весь день на ногах. Девушка критически осмотрела себя в отражении витрины какого-то заведения и зябко поежилась. Ветер поднялся. В порту наверняка будет холодно. Похоже, стоит переодеться. Она быстро заскочила домой. Ветровка. Очень красивая. Кардиган. Какие прекрасные наряды. Давайте самые обычные возьмем, потому что, мне кажется, толку нет на двух последних сериях. Ким вышла из машины и направилась к терминалу. Громадный круизный лайнер выглядывал из-за здания. Девушка кинула еще один взгляд на фото, затем огляделась вокруг. Не думаю, что это здание находится рядом с пассажирским вокзалом. Нужно найти проход в зону погрузки-разгрузки. Она заметила шлагбаум, за которым виднелись многообещающие неприметные здания складов. То, что нужно. Попробую пройти... Наверное, соблюдая правила. Я же агент ФБР, в конце концов. Проникать на охраняемую территорию без пропуска не очень хорошая идея, мягко говоря. Может, мне выдадут разовый пропуск, и я спокойно выясню то, что мне нужно. Она подошла к шлагбауму и огляделась. Добрый день. Вам что-то нужно? Мне необходимо попасть внутрь. Охранник равнодушно посмотрел на нее. Покажите пропуск и попадете. У меня нет пропуска. Мэм, я не могу впустить вас без этого, но вы можете обратиться в отдел удостоверений. У меня нет времени на это. Похоже, пришло время махать значком. Она достала его и продемонстрировала охраннику. «Специальный агент ФБР Майами, прошу обеспечить мне доступ на доверенную вам территорию». Да хоть Папа Римский, я не имею права. У меня есть основания подозревать, что здесь ведется незаконная деятельность. В таком случае покажите мне ордер. Он выжидающе вытянул руку. И пропуск вам все равно нужен. Ваш офис должен был об этом позаботиться. Так я и думал. Слегка упав духом, Ким отошла к терминалу и задумалась. Если это так сложно для меня, то как это сделал Карл? Она снова достала фото и всмотрелась в него. Затем огляделась вокруг. Снова посмотрела на фото. На нем нет круизного лайнера. Нужно проверить. Она быстро нашла в интернете расписание круизов за последние 1,5 недели. Каждый день на терминале было от 1 до 3 лайнеров. Так я и думала. Карл решил нас натянуть. Ким быстро шла по узкому тротуару. Ну же, возьми трубку. Слушаю. Карл нас сбивает со следа. Джордж молча выслушал ее объяснение. Нам нужно найти это здание. Почему мы не можем его просто арестовать?
Потому что этого недостаточно для ареста. К тому же агент, подумайте вот о чем. Что станет с девушками, если мы его арестуем? Он имеет полное право хранить молчание и наверняка будет все отрицать. И будет делать это достаточно долго, чтобы его жертвы умерли от голода и обезвоживания. Ким споткнулась и остановилась. Ее сердце колотилось как бешеное от ярости и ощущения собственной беспомощности. Найдите это здание, если мы найдем там зацепки или, что еще лучше, пропавших девушек, сможем выдвинуть обвинение и арестовать его. А если там ничего не будет? Если это еще одна его уловка? Если и там ничего не будет, мы его задержим на 72 часа. Потом придется отпустить и извиниться. Она положила трубку. Эх. Времени все меньше. Кто, в принципе, может знать хоть что-то про это здание? Точно. Вам понравилась работа спасателем, поэтому вы обращаетесь за помощью к вашим бывшим коллегам. Кажется, что я не была бы тут целую вечность. Запах бассейна и прохлада вызывали ностальгию. Надеюсь, тут кто-то есть. Она пошла по коридору, дергая двери по очереди. Одна из них поддалась. В темном кабинете стоял Джейк. Он пытался выпутаться из своего лонгслива. Звук открывшейся двери ему в этом очень помог. Легкий испуг на его лице сменился узнаванием, а затем удивлением. «Ну, привет». Не думал, что снова увижу тебя сегодня еще раз. Почему ты не позвонила, что приедешь? Я не знала, что ты будешь тут. Думала, ты проведешь весь день с Бекки. Спасатель отрицательно покачал головой. После обеда все разошлись, а у меня тут еще были дела. И в ананас отсюда ближе добираться. Я рад, что ты здесь. Он подошел ближе, и некоторые моменты я буду не читать, ребят, чтобы мне не кинули бан. Ну, что-то мне подсказывает, что тут не для того, чтобы сделать мне приятный сюрприз. Я ищу зацепки, у меня есть вот этот снимок, и мне нужно найти здание, которое на нем изображено. Джейк отошел к двери и включил свет. Показывай. Девушка протянула ему фото. Он слегка нахмурился, потер затылок. Очень похоже на заднюю часть входа швейных машин, но на самом деле в том районе все здания такого типа. Ким недоверчиво изогнула бровь. Что, он уже закрылся, когда я был в старшей школе, мы с друзьями часто пробирались в такие места. Хорошо, это хорошо, я могу с этим работать. От облегчения ее бросило в дрожь. Я молодец, я найду это место, и Шелли будет в порядке. Джейк обеспокоенно посмотрел на нее. Ты в порядке? Внимательно всмотрелся в ее глаза. Ким вывернулась из его ладони и упрямо тряхнула головой. Время поджимает. Он вздохнул и принял какое-то решение. Давай я тебя туда отвезу, по дороге заскочим в автокафе. Ты же еще не обедала, верно? Ну, хорошо. У тебя ведь достаточно времени, правда? Для тебя у меня есть все время мира. Вау, как неожиданно слышать такое от него. Через несколько минут они уже были в машине. Ароматный кофе и сэндвич слегка поправили настроение девушки. Спасибо, я и правда не обедала. Я в тебе не сомневался. Он внимательно следил за дорогой, но все же кинул косой взгляд на нее через зеркало заднего вида. Слушай, что ты рассчитываешь там найти? Ответы, улики, подозрительные зацепки. Шелли и остальных. Пообещай мне, что ты не пойдешь туда в одиночестве. Его голос звучал очень серьезно. Мне кажется, ты меня недооцениваешь. О, он злится. Ты собираешься попасть внутрь заброшенного здания? Я могу назвать как минимум 5 фильмов ужасов, которые начинались так же. Я буду в порядке, не думаю, что там водятся призраки, максимум бродячие животные. Она старалась хорохориться, и он это чувствовал, глаза Джейка яростно блеснули. Люди хуже животных, и ты это знаешь. Спасатель шумно выдохнул. Я пойду с тобой. Что? Нет, это абсолютно недопустимо. Джейк не знает про вашу работу. Разве ты не понимаешь риски? Ты будешь мне мешать.
Ты на удивление самоуверенная для частного детектива. Ты тоже для простого спасателя. Черт, я перегнула. Извини. Он молча свернул с трассы, проехал еще немного и остановил машину. Мы на месте, пожалуйста, будьте осторожны. Конечно. Джейк повернулся к ней. В его глазах было странное выражение, не страх, скорее тоска. Девушка легко поцеловала его и вышла из машины. О, точно, вот оно, это место. Ну что ж, вперед. Конец. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, мой инстаграм, все ссылки я оставлю в описании под видео. И увидимся в следующих роликах Клуба Романтики.